Всем привет, друзья! Вы на канале «Замуж в Индию». Сегодня я вас приглашаю на прогулку. Сегодня вы увидите, ради чего сюда, в Матарам, в такую дождливую погоду приезжают толпы туристов. Ради чего они тратят свои деньги, свое время и порой даже рискуют своей жизнью. Так, а сейчас дубль 2. Приветствие от Артура. Всем привет! Вы на канале «Замуж в Индию». И сегодня мы делаем прогулку на Sunset Point. Добро пожаловать! My dear, maybe you also want to try. Дорогой муж, ты тоже хочешь попробовать поприветствовать зрителей? А? Привет, мои дорогие зрители. И сегодня мы приглашаем вас на прогулку. Сегодня приглашаю вас на прогулку. На Sunset Point. Окей, все. Окей, let's go. Смотрите, прямо рядом с нашим отелем находится вот такая вот карта, где можно увидеть огромное количество панорамных точек, куда только можно сходить в нашем Матаране. Все подписано. Смотрите, лошади, как я говорила, конь в пальто, а у нас лошади в дождевиках. А Парам, видите, не теряет возможности, даже несмотря на то, что вышел на прогулку, он весь в работе. Вот, видите, предлагает вот этой вот паре, предлагает номера в нашем отеле. Но они почему-то не заинтересовались. Что-то другое они ищут, в общем, Парам их направил. Так что мы даже, когда на прогулке, Парам постоянно на звонки отвечает, визитки раздает. А Парам Кэр, Артур, смотри, чуть не задавили лошади. Я с камерой, а ты давай сосредоточься на сыне. Так, лошадок я вам показала, теперь рикши. Видите, тоже сейчас рикши переделали немножко. Сделали такие вот специальные укрытия от дождя. Ручные рикши. Ой, боже, смотрите, чуть не перевернулась. Вот так вот можно деньги заплатить. И тебя еще и на тот свет отправят. Ай-яй-яй-яй, боже мой. Проходим сейчас мимо магазинчика с обувью. Примерно везде ассортимент одинаковый. Вот по поводу детской обуви. Просто вы мне пишете в комментариях: Наташа, так а что ты сыну не купишь сапожки, раз он твои надевает? Вы видите, нет у нас сапожки, у нас не продаются. И, честно говоря, я уверена, что если бы у него были сапожки, то они бы через час были внутри полны воды. И это было бы очень неприятно ребенку. Ну, не продаются просто. Ну, может быть, где-то можно найти. Я помню, мы когда-то в Мумбаи ездили, там в магазине видели детские сапожки, ну, правда, девочковые, девчачьи. Вот, ну, то есть, в принципе, если задаться этой целью, то можно. Но мы сейчас никуда пока не выезжали из Матарана, потому что опасно. Вот сегодня вышли на прогулку, сегодня вроде бы как первый день более или менее спокойный в плане дождя. Вот, а до этого боялись, потому что оползни в горах. Ну, вот, ехать с этими сапожками и заказывать тоже онлайн мы не можем, потому что онлайн сейчас приезжает тоже в город, в Нерал. Это туда еще спускаться надо. Когда заказ придет через неделю. Ну, в общем, короче говоря, Поэтому Артур ходит вот в такой вот обуви. Что ты хочешь, Артур? Что-то он уже присмотрел. Ну, давай, показывай. Видите, Артур позвал, говорит, хочу вот такие вот тапки. Говорит, хочу, чтобы у меня дышала нога. Ну, у него бывает такое, знаете, что-то вот вдруг ему приспичило, что-то захотелось. А вот, видите, продавец... Нет, у нас такие были. No, this is not a. Это за неделю. One week. Оно все там вот это вот по бокам разлез. No, this is not good. А этот, видите, цельные. Эти цельные, эти... Ну, во всяком случае, 2 месяца сезон дождей
ему послужат. Perfect. Show me. Arthur. Perfect. Не совсем, как я хотела. Говорит, не совсем, как я хотел. Все, ты уже Такое притягивание. сильно стягивает ногу, сильно стягивает. Ну, как тебе эти? А? Артур, расскажи, какую новость у тебя с утра. Расскажи зрителям, что у тебя. Я скажу по секрету, у меня зуб шатается. Вы слышали, он по секрету сказал, что у него зуб шатается. У Артура еще ни один зуб не выпал, а он так ждет, когда придет фея. Положит зубик под подушку, и фея ему заберет зубик и оставит подарок. Он так этого ждет. Вот еще, друзья, посмотрите, вот это у нас сейчас стратегический товар, вот такие вот сумочки для телефонов. 60 рупий стоят. Сейчас мы отойдем подальше от этого магазина, и я вам расскажу. Вот интересно, в других странах такое продается? Ну, конечно, очень удобно, потому что сейчас дождь, а там настолько герметично все закрыто. Еще классно, что прозрачная пленка, что вот если, допустим, звонит кто-то, то можно не доставать и увидеть, ну, как, стоит ли отвечать на этот звонок или можно сделать это попозже. Так вот, что я хотела вам рассказать. Смотрите, похвастаюсь. В общем, вот эту вот сумочку мне Парам вчера подарил. И how much, Парам? 30 rupees. Представьте себе, за 30 рупий, здесь за 60, то есть в 2 раза дешевле. Представляете, насколько они здесь лупят цены, то есть для туристов. Уже туристы сюда приезжают, им делать нечего, покупают и даже за такую. Да, кстати, вот по поводу тех блогеров, вы мне многие написали: Наташа, а где же ссылка на их канал, а где же отрывок? У нас вообще так не хорошо получилось. Значит, когда они дали свой канал, они нашли, оказывается, у Парама на телефоне свой канал, дали Параму, а он не подписался. То есть я все обыскалась, все его подписки просмотрела, не нашла. Потом они же еще, когда у нас останавливались, естественно, регистрировались в журнале. И Парам звонит уже который день по этому номеру, который они оставили. Никто не отвечает. Может быть, левый дали. Ну, иногда так делают. Вот, единственная у меня сейчас надежда, может быть, они еще не выпустили это видео, потому что я ищу в интернете, набираю в поисковике Матеран, Hill Station и смотрю, кто выпустит. На самом деле очень много блогеров индийских выпускают видео про Матеран, и свежих, и прошлогодних, но их пока не нашла. Так что вы тоже можете искать. Если найду, обязательно вставлю. Мне самой очень это интересно. Что, котик? Я решил, я потом привыкну. Что? Я привыкну к этим тапкам. Это значит, в Мадумалте я буду ходить в них. Парам говорит, что он специально говорит, тебе об этом рассказал, говорит, иначе бы он мне сказал, то я бы начал бы ругаться. В общем, сказал, что он потом, говорит, будет привыкать к этим тапкам в Матеране, а сейчас, говорит, пожалуйста, давай поменяем. Ну нафига вообще надо было их покупать, а? Ну мне вообще, честно говоря, нравятся эти тапки. В них можно будет и на море ездить. То есть в любом случае пригодятся. Тем более они немножечко больше Артуркиного размера. Может, поэтому, кстати, они и ему некомфортны. Ребенок не всегда понимает, чего он хочет. Сейчас идем, чувствую запах неприятной хлорки. А видите, здесь специально посыпали для того, чтобы избавиться от мха, зеленого мха, который покрывает везде все и всюду, и поверхность становится очень скользкой, чтобы туристы не падали. Тут вообще, по-моему, нет мха. Вот, начинается уже красота. Вот, теперь уже вы не будете говорить: фу, какая мрака, как можно здесь жить. Видите, как красиво, какие здесь дороги. Какая зелень. Я начинаю уже приходить в себя. Это похоже, что наши клиенты встретились даже здесь.
Так, ну все, подходим мы к красивой точке. Сейчас вы будете в восторге. И видите, Парам уже схватил Артура за руку. Он Парам предупредил, говорит: Артур, если ты сейчас будешь отбегать от меня, я тебе, мол, предупреждаю, то пеняй на себя. Мало не покажется, потому что сейчас опасные места будем проходить. Мы, кстати, встретили по дороге группу, которая у нас остановилась, мужчин. Две капл, это, как сказать, господи, вот, ну, такие вот пары. Две пары встретили, которые тоже у нас остановились. В общем, в основном все сюда приходят. Куда? Сейчас вы увидите. Вот, друзья, с одной стороны озеро, наше озеро, которое вот так вот перетекает, излишки воды перетекают вон сюда и спускаются вниз водопадом. Туман, уйди, пожалуйста. Как назло начинается дождь. Но этим ребятам дождь точно не страшен. Они и так мокрые. Нина, no, don't take. Парам уже хочет Артура. Видите, в основном мужчины. Часто подвыпившие. Артур уже просится, говорит: мам, я хочу. Но я не хочу, господи. Это настолько опасно. Там такое течение, там так скользко. Ну, вот видите, это же опасно с таким маленьким ребенком туда заходить. А если он подскользнется, этот мужчина? Ему приходится, видите, тащить на руках ребенка, второго за руку. Там еще жена плетется. Тут кричат, как полоумные, могут толкнуть. Потом уже, когда дожди начнут уже заканчиваться в сентябре, конечно, я сама с удовольствием там подурачусь. Но сейчас опасно. Сейчас я не хочу. Видите, сколько много воды сейчас в этом озере. Мы тут сидели совсем недавно, пару месяцев назад, а сейчас там вода. Настало время подкрепиться. Сейчас я достала камеру снимать. Артур папе говорит: папа, сделай нормальное лицо. А он что-то сидел такой грустный, глазки опустил. И Артур показывает: вот так надо. Ну, как ты показал, как надо. Да, с улыбкой на лице, не только для видео, а вообще по жизни. Я, собственно, ради этого и на эту прогулку собралась, потому что сама уже, знаете, ухожу куда-то в депрессию, какие-то панические атаки начались, а вот природа действительно лечит. Уже чувствую прилив сил и энергии. Что мы хотим купить, Парам? Ты выбрал что-то? What do you want? Давайте я вам покажу меню. По ценам цены немножечко завышены, но в принципе нормально. Да, кстати, по поводу цен сейчас я вам расскажу кое-что. Значит, действительно, Парам хотел на день рождения мне сделать сюрприз, и чтобы мы провели этот день, сутки, вернее, провели в отеле Тадж-Махал. Но, ребята, я его сюрприз раскусила, и в итоге мы позвонили в этот отель для того, чтобы узнать, сколько же это удовольствие будет стоить. А когда ты звонишь и общаешься с менеджером, ты узнаешь столько всего еще, плюс, там столько налогов. В общем, если остановиться в этом отеле с видом на море, в главном этом корпусе, то есть там есть еще другие отели, другие корпуса, где дешевле. Ну, уже, знаете, хотелось, если уже останавливаться, то уже останавливаться там, где круче всего. Так вот, сколько это будет стоить со всеми налогами? Парам, how much? 35,000. Вот, представьте себе, 35 тысяч за то, чтобы провести там одни сутки, и только с завтраком. Ну, и, конечно же, вечером мы захотим там посидеть, отметить
бутылка шампанского, торт. И представьте себе, сколько будет там стоить бутылка шампанского. Ну, мы вместе действительно решили, оно того не стоит. Оно того не стоит, это как бы такие понты нам не нужны. Но хотя, вы знаете, мне приятно, что Парам действительно хотел. Он подсчитал, что если со всеми растратами где-то $700-800 за сутки. И вот еще какой-то минус, но действительно это очень важный момент для нас. Мы семья, у нас ребенок, и всегда для нас важно, чтобы ребенку тоже было весело и интересно, чтобы он не скучал, тем более за такие деньги. А там для ребенка вообще ничего интересного. Да, и еще такой момент, что возможно, что мы вообще никуда не поедем, потому что синоптики предупреждают о том, что могут быть сильные ливни как раз в эти дни. Намечается там какой-то циклон, и, скорее всего, он коснется и Мумбаи. Знаете, в этих кафешках чаще всего заказывают вермишель быстрого приготовления. Вот, по-моему, девушка как раз готовит. Ну, как, знаете, как посмотришь на то, как они готовят, так сразу же и аппетит пропадает, честно говоря. Что она туда намешала? Не, ребят, слава богу, прошу прощения. Не все так плохо, просто эта девушка моет посуду, она сгребает туда остатки еды, ну, скорее всего, отдаст собачкам или еще, ну, к собачкам или обезьянкам. Вот, не все так плохо. Не все так плохо у нас. А то у меня, знаете, вы, по-моему, даже, наверное, поняли по моему голосу, что у меня настроение немножко упало, потому что все-таки я так настроена была вкусно поесть с аппетитом. Все нормально. Так, вот, принесли, вот, видите, такая вот лепешечка, и внутри там картошечка. И вот подается вместе с томатным соусом. С картошкой стоит 60 рупий, а с сыром 100. Принесли вот еще лепешки с паниром, то есть получается на вот эту вот сумму 100 рупий 2 лепешки дается. И с картошкой тоже получается на 60 рупий ходит 2 лепешки. Очень вкусные. Очень-очень вкусные. Ну, вот представьте, да, вот. А? Йогурт. Не надо. Парам предлагает еще йогурт. Можно еще очень вкусно это с йогуртом, но мне что-то сейчас не хочется. Вот, ну, по поводу цен, представьте себе. То есть мы так вкусно покушали, отлично провели время, потратив всего-навсего 160 рупий. А вот так вот поехать куда-то за 35 тысяч, то есть это, ну, не 35 тысяч, там гораздо больше, если посчитать все, проезд, ужин, обед, там, может, еще что-то придумают. И неизвестно, получишь ты удовольствие от этого всего или нет. А тут уже наверняка, ну, я классно провела время и с аппетитом вкусно позавтракала. Парам решила округлить до 200 рупий. Ну, у нас же получается еще чипсы, там, по-моему, 10 рупий. И вот еще, смотрите, накупили напитков по 12 рупий. Ласси, чарс. Очень вкусные молочные напитки. Здоровый, видите, такой вот вкусный завтрак получился. И все это на природе, возле воды. Очень приятно. Приятно посидели. Парам мне рассказал интересную историю. Рядом с озером еще и расположен храм. И, естественно, Парам не упустил возможность, чтобы посетить. И Артурчика, видите, тоже приобщает. Я не стала заходить, потому что не хочу обувь снимать. У меня так хорошо, там сухенько. Еще не успела, еще не успели ноги намокнуть. Поэтому я не хочу. Not died. All wet. Какой интересный финал у нас, финал нашей прогулки. В итоге Парам нашел клиентов и бежит с ними в отель.
пока они не передумали, пока пирожки еще свеженькие. Вот, а мы с Артуром будем уже идти потихонечку. Артур устал и присел. Нам с Артуром некуда спешить, поэтому мы будем идти не спеша и делать периодически привалы. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.